боковые подачи. Чем отличается нижний боковой от верхнебокового, смотри в этом видеоролике. Если ты впервые на моем канале, меня зовут Иван Толмачев. Я специализированный тренер по настольному теннису. На этом канале я делюсь секретами, раскрываю подробно такие темы, как вращение, подачи, технику и многое другое. Поэтому подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски каждую неделю. В прошлой части мы с вами рассмотрели 5 вращений. Повторим их. Плоское, верхнее, нижнее, левое боковое, правое боковое. Это были самые простые вращения в понимании и обучении. Сейчас мы переходим к 4 оставшимся вращениям, которые чаще всего используются в сложных подачах и комбинируются между собой. Понимание этих вращений улучшит ваш прием многократно, поэтому запоминайте ключевые моменты. 4 вида сложных вращений. Левое нижнее, левое верхнее, правое нижнее, правое верхнее. Шестое. Левое нижнее вращение. Левое боковое нижнее вращение. Касание выполняется по нижней левой части мяча. Это самое популярное вращение среди начинающих и опытных игроков. Используется это вращение у правшей в подаче, таких как маятник и веер. Сложность этого вращения, в отличие от простого бокового, что если вы попытаетесь просто коснуться мяча по правой его половине, он у вас улетит в корень сетки. Почему так? Все просто, вспоминайте особенности нижнего вращения. Либо смотрите предыдущий ролик, там про него все сказано. Эта комбинация вращений является сложной в исполнении и приеме. Ведь чтобы подать этот мяч, вы должны четко сыграть по нижней боковой сфере мяча. А на приеме вы должны подставить такой же угол, чтобы попасть по этой же части мяча. Ведь если вы сыграете как по подрезке, мяч подлетит вверх. А если просто прямой угол под боковое вращение, мяч улетит вниз. Поэтому вы соединяете оба угла для успешного приема. Здесь работает один из приемов – стенка, но вы должны отзеркалить касание мяча. Это когда вы угол ставите, какой увидели в самой подаче, только старайтесь ударить по правой стороне мяча, тогда возврат будет идеально низкий. Такие подачи можно принимать с резкой, с развернутым углом под вращение. Вы стараетесь как бы подставить мяч и немного даете энергии движением вперед. Но всегда учитывайте угол подающего, ведь он может придать больше бокового вращения. И вы тогда завысите мяч, удобный под атаку соперника. При приеме длинной подачи с левым нижним вращением можно мячик толкнуть вперед, подставив ракетку как на срезку и вернуть вращение сопернику. Либо принять мяч топ-спином, но здесь есть важный момент. Чтобы попасть в этот мяч, вы играете как по срезке, но больше вперед. Ведь если вы сыграете как по нижнему вращению, мяч улетит в аут, потому что при касании за счет бокового вращения у мяча есть немного поступательной энергии. Поэтому вы поднимаете мяч и ведете его вперед. Можете это спокойно проверить на предстоящей тренировке. Седьмое. Левое верхнее вращение. Левое боковое верхнее вращение. Это еще одна разновидность левого вращения. Касание выполняется по верхней левой части мяча, либо по левой нижней, движением вверх на себя. На самом деле в чистом виде оно безобидное, если запомните, как его принимать и как оно выглядит. Это вращение опасно, когда его подают коротко, особенно подправо, а вы не владеете приемом. Чтобы принять этот мяч, необходимо, чтобы вы развернули ракетку, ткнули в мячик и он в столе. Но это если мячик медленный. Сложности начинаются, когда игрок комбинирует эти вращения, особенно при подаче. О подачах я буду рассказывать в следующих роликах, поэтому если ты еще не подписался, ставь колокольчик, чтобы не пропустить все самое интересное.
В верхнем вращении всегда есть поступательная энергия, то есть если вы подставите ракетку прямо, то он отлетит на стол. Но если вы подставите верхне-боковое вращение, то мяч улетит в бок от стола, либо влево, либо вправо. В данном случае мяч улетит в правую сторону от вас. Поэтому, чтобы мяч оказался в столе, необходимо немного накрыть ракетку и повернуть ее под правый угол мяча, чтобы он раскрутился на стол. Вы должны научиться четко определять различия в левом нижнем и левом верхнем вращении, чтобы успешно справляться с подачами. Их можно определить по внешним признакам. Угол и замах ракетки. Чем ниже уровень игрока, тем отчетливее у него видно разницу в подаче. Если он подает низ, то у игрока более острый угол, если верхнее, то более открытое положение. Угол касания. То же самое, но надо быть внимательным. Игрок может изначально сделать угол острым, но на мяче сыграть открытым углом. Направление ракетки, локтя и кисти в момент касания с мячом. Если игрок подает подачу, что вы ее не можете отличить по первичным признакам, обратите внимание на окончание движения в момент удара. При нижнем вращении локоть у игрока остается внизу, и рука двигается сверху вниз и больше вперед. Если верхнее, то движение руки короче, и игрок при контакте и окончании поддергивает ракетку либо вверх, либо на себя, и вследствие этого приподнимается локоть. Если вы не смогли определить вращение по первичным признакам, то необходимо уже следить за самим мячом. Если он верхний, он летит чуть выше и ускоряется, если нижний, замедляется. И помните, что он повернет влево. Эту информацию вы собираете первые доли секунды на приеме. Если тебе интересно узнать о подачах и приемах, подписывайся на мой канал и пиши в комментарии, какую подачу ты хочешь научиться подавать и принимать. Восьмое. Правое нижнее вращение. Правое нижнее вращение. Касание выполняется по правой нижней боковой части мяча. За счет комбинации нижнего и бокового вращения мяч летит как нижний низко и уходит вправо. Чтобы отразить это вращение, применяется все то же самое, как к левому, только наоборот. Вы стараетесь определить силу нижнего и бокового вращения и старайтесь отзеркалить мяч. Если вы будете играть как по боковому, мяч улетит в сетку, и если как по нижнему, взлетит. При приеме надо коснуться левой стороны мяча, ведь после касания с ракеткой мяч будет стремиться влево от вас. Специфика нижних боковых мячей, что они летят низко и быстро, что затрудняет произвести по этому мячу сильную атаку. Поэтому будьте внимательны на приеме, и если вы не уверены в длине мяча, просто подставьте под нижнюю левую боковую часть мяча ракетку и легко толкните вперед, и тогда мяч окажется на столе. А когда вы подаете сами, то старайтесь подавать быстро эту подачу, чтобы соперник не успел обработать мяч. Девятое. Верхнее правое вращение. Правое верхнее боковое вращение. Контакт выполняется по правой верхней части мяча, либо по нижней, с движением вверх или на себя. Часто используется для усложнения подачи, чередуется с нижней боковой подачей. А также правши усложняют свой топ-спин, добавляя в него боковые вращения, что после отскока мяч не просто ускоряется вперед, а еще и улетает в сторону. И вы стоите до последнего, пытаетесь в него прицелиться, а он, как змея, улетает от вас. Удар выполняется сбоку по правой верхней сфере мяча, либо снизу вверх, создавая ускорение мячу вперед по изогнутой траектории. Чтобы отразить этот мяч, необходимо наклонить ракетку и развернуть кисть для касания левой стороны мяча. На крайний случай можно принять этот топ-спин или подачу левой стороной ракетки, если мяч летит в правый угол. При приеме этих подач также обращайте внимание на движение руки. При левой подаче низ и вверх у начинающих игроков визуально сильно отличается,
А вот если подача доведена до идеала, смотрите на полет и реагируйте быстрее, чтобы эффективно отбить мяч на сторону соперника. Подводим итоги. Мы с вами рассмотрели 9 вариантов вращений, как они выглядят и как их можно отразить. Еще раз посмотрим и обозначим их. Плоское, верхнее, нижнее, левое боковое, правое боковое, левое нижнее, левое верхнее, правое нижнее, правая верхняя. Итого у нас получилось 9 вращений. В следующих роликах я подробно буду рассказывать о подачах и способах приема. Пиши в комментариях, какую ты хочешь изучить подачу. Если это видео наберет 1000 лайков, то я сниму подробный разбор одной подачи, как ее тренировать, а также как принимать и играть после этой подачи. Если ты не смотрел прошлый ролик про вращение, то советую с ним познакомиться. Серега. Серега, когда мы наберем 10 000 подписчиков, я куплю тебе доширак. Надеюсь, это видео оказалось тебе полезным. Ставь лайк, ставь колокольчик и подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждую неделю.